Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить с ситуацией, что происходит в Карабахе. Дорога Лачин-Ханкинди ожидается изменения в дислокации миротворцев. Вот здесь стоят российские миротворцы и протестующие азербайджанцы, и там почему-то именно миротворцы уже собирают свои палатки и передислоцируются. Сейчас ознакомлю, что здесь пишут. На дороге Алчин-Ханкинди наблюдается движение на посту российского миротворческого контингента, сообщает издание АПА. Ожидается, что контейнер российских миротворцев, установленный на этой территории, будет перевезены в другое место. Сейчас они демонтируют палатки. Ну да, на видео видно, что они передислоцируют. Зачем, только непонятно. Или решили уехать с этого места, но потом будет ясно все. В настоящее время они продолжают свою деятельность в этом направлении. Напомним, что акция против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 13 дней. Да, уже будет 2 недели завтра. И вот сейчас там в Армении уже, я вам говорил, что армянам надо будет освободить 8 сел. И там уже у них точно паника, истерика началась. И вот Абрамян, вижу на фотографии, заявил: экологические требования постепенно расширились. Азербайджан претендует на 8 сел Армении, заявил Тигран Абрамян. Я вам говорил в прошлом ролике, что армяне должны будут освободить 8 азербайджанских территорий, 8 сел. И теперь Ильхам Алиев сделал сегодня такое заявление, извиняюсь. И вот теперь Абрамян говорит, что надо собирать вещи армянам, уезжать оттуда. Еще с Франции, да, Макрон звонил Ильхаму Алиеву, на эту тему они тоже говорили. Президент Франции провел телефонный разговор с президентом Азербайджана, основная тема которого, как ожидалось, касалась создавшейся ситуации на Южном Кавказе. В частности, в Карабахе очень тяжелая ситуация, написал этот самый секретарь фракции «Честь имеет» Тигран Абрамян. В отличие от официального сообщения Елисейского дворца, азербайджанцы добавили в своем сообщении еще одно предложение, связанное с территориальным требованием, предъявленными президентом Азербайджана относительно 8 армянских сел. Это район, пишет Тигран Ашена. Экологические требования постепенно расширились. Азербайджанский контроль над соединяющим Армению с Карабахом коридором, коридор идет через Армению. Сейчас это территориальные требования по отношению к 8 селам Республики Армения. Кстати, обнародованный азербайджанскими требованиями дает достаточно информации о возможном усилиях Азербайджана и возможных направлениях агрессии в отношении Армении, отметил Тигран Абрамян. Ну, говорю, надо вот армянам подготовиться, скоро Азербайджан будет освобождать свои исторические земли. Ну, посмотрим конкретно, там Тигранашен написано, ну, там все будет понятно. Если Азербайджан пойдет в наступление, мы поймем именно, откуда армяне будут уходить, собирать свои вещи. И, в общем, вот сейчас еще говорю, сейчас во Франции началась истерия. Вот что здесь пишут, это новости Армении. 120 тысяч армян Карабаха угрожает этническая чистка со стороны Азербайджана. Мы можем спасти их. 200 деятелей культуры Франции выразили солидарность с армянами Карабаха. Вот на фотографии эти французские актеры, деятели культуры, они запаниковали, что армянам грозит опасность, типа геноцид. И вот что здесь пишут. В преддверии Святого Рождества более 200 представителей интеллигенции, писателей, художников и деятелей культуры Франции публиковали в газете «Ле Фигаро» статью в знак солидарности с армянами Карабаха, обратив внимание международного сообщества на закрытие единственной дороги, соединяющей Карабах с Арменией, Лачинского коридора, и существующую угрозу этнической чистки со стороны Азербайджана в Карабахе. Об этом сообщило посольство Армении во Франции. И вот тут список этих известных актеров. Ну да, Пьер Ришар, Жан Рено. В общем, тут много, я вижу их, этих известных фамилий. Вот тут целый список. Так, и они говорят, что надо спасать армян в Карабахе. В тот вечер многие из нас присоединяются к своим семьям и родным, чтобы вместе с восторгом отметить символизирующий семью праздник.
Независимо от наших религиозных представлений, когда многие из нас в какой-то момент подумают обо всех тех людях в мире, кто одинок или испытывает страдания, вспомните об армянах в Карабахе, которые уже 2 недели, как Азербайджан, отрезал от мира. В тот момент, когда наши дети откроют вам подарки, родители 30 тысяч детей в Карабахе будут мечтать только об одном – чтобы среди этих гор, где за 2000 лет до этого родились их предки, их дети жили, имели будущее и не подвергались медленному удушению, отмечается в статье. Вот так французские, видите, деятели культуры запаниковали, что ситуация напряженная, надо спасать и карабахских армян, и их детей. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.